Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. Это в некотором роде экспериментальное видео, поэтому прошу вас, поддержите его лайком. Я собрал для вас подборку игр для PS4, в которые можно поиграть вдвоем на одной консоли. Практически все проекты мультяшные и подойдут для игры с детьми или девушкой. Игры, о которых пойдет речь, требуют прошивку 9.0 или ниже. Crash Team Racing Nitro Fueled. По моему мнению, одна из лучших игр в данном жанре, разработанная Naughty Dog. Да, это те ребята, которые позже создали серию Uncharted и The Last of Us. City Air — это ремастер классической игры, выходившей в 1999 году на PlayStation 1. Однако также в нее вошли лучшие трассы из Crash Nitro Kart, выходившей на PS2. Лично я стал настоящим профи в оригинальной игре. Нашел несколько багов, которые нигде не встречал, даже у спидранеров. Постоянно играл в нее со своим отцом. Было очень весело. Доступен кооперативный режим до 4 человек. Экран будет делиться на части в зависимости от количества игроков. В отличие от 1999 года, сейчас на плазмах в 50 и более дюймов это не проблема. Тут классическая аркада. Выбираем сложность, персонажа, трассу, количество кругов и вперед. Есть еще режим кубка. Это пак из 4 трасс. Победитель определяется в конце в зависимости от набранных очков. Больше всего очков, 9, дают за первое место и далее по убывающей. Сюжетную кампанию можно проходить только одному. Rayman Legends. Это классический платформер с видом сбоку. Подкупает своей красочностью, стилистикой и юмором. Игра изначально проектировалась для кооперативного прохождения. Есть места, которые доступны только по игре вдвоем. Хотя по факту в нее могут играть сразу 4 человека. В отличие от Crash Team Racing, все действия происходят на общем экране. И да, вы будете проходить сюжетную кампанию, но всегда можно вернуться к предыдущим уровням. Я прошел ее на 100% несколько раз, и игра действительно затягивает. Однако минусы могу отметить довольно сильную сложность ближе к концу прохождения. Little Big Planet 3. По жанру и геймплею похоже на Rayman Legends. Это также платформер с видом сбоку. Однако в этой игре упор сделан на творческую аудиторию. Главный герой — Sackboy, типичный человечек, эмоциями которого вы можете управлять и наряжать в различные костюмы. Также в игре реализована механика наклеек. В общем, вы взаимодействуете с внутриигровым миром творческим образом. Многие уровни проектировались для кооперативного прохождения. Как и в Rayman, на одном экране могут играть 4 человека. В этом плане механика идентична. По сложности намного проще Раймана и подходит для расслабленного лампового прохождения. Но главная фишка игры — возможности создания собственных уровней, которых создано огромное количество. Причем они сделаны не хуже сюжетных и загружаются бесплатно в самой игре. К сожалению, на PS4 выпущена только 3-я часть, которая объективно оказалась слабее 2-й и тем более 1-й. Как человек, прошедший все игры серии Little Big Planet на всех платформах, я могу это подтвердить. Спортивные симуляторы. Решил не выделять игры по отдельности, а внести их в отдельную категорию. Если вы любите виртуально попинать мячик, то игры серии FIFA к вашим услугам. UFC подойдет для любителей файтингов и ринга. Mortal Kombat 11 для тех, кто любит хардкорные бои в вымышленных мирах. НХЛ для фанатов хоккея, где вы можете без труда поиграть за любимых спортсменов. Или теннис для любителей этого вида спорта. Думаю, говорить о кооперативном режиме смысла нет. И так понятно, как он происходит. Knack 2. Продолжая тему мультяшных проектов, стоит упомянуть и эту игру. Она отдаленно напоминает поздние проекты игр про Крэша на PS2. Долго останавливаться не буду. Тут вы проходите уровни вдвоем, на одном экране. Главное отличие от предыдущих игр из подборки в том, что действие происходит в 3D пространстве. Если вам нравится не соревноваться друг с другом, а работать в команде для общей победы, то эта игра для вас. Серия игр Worms. На PS4 вышло 3 части этой серии, 2 из которых можно назвать классическими. Думаю, каждый, кто хоть немного в теме игровой индустрии, слышал об этой игре. Если кратко, на одном экране расположены 2 команды – красные и синие. Ход передается по очереди. Ваша задача – уничтожить противника набором оружия. Звучит скучновато, но на деле очень затягивает и увлекает. Отдельно стоит отметить юмор и особенный стиль игр. Я прошел все части на всех платформах, кроме последней. Надо бы это исправить. Антология Metal Slug. Из названия понятно, что это сборник игр Metal Slug. По факту, геймплейно, они не сильно отличаются. Знаю, что-то меня потянуло на баяны, но для меня это одна из лучших игр в стиле «отключи мозг и стреляй». Хотя местами надо проявлять сноровку и отвагу. Отдельный плюс – присутствие юмора и отсылок на разные фильмы. Лично я с удовольствием прошел все части на свитче. Да, игра доступна практически на всех платформах. Советую к прохождению. Broforce.
И раз уж речь зашла про жанр «беги и стреляй», то стоит упомянуть и эту игру. Довольно похожа на Metal Slug и Control. Сюжет чисто для галочки. Вы хороший парень, а вокруг вас плохие. Ваша задача — это исправить. Видно, что игра создавалась чисто повеселиться в компании. И судя по отзывам, разработчики достигли своей цели. Серия игр LEGO. На PS4 вышло много, очень много игр этой серии. Я не играл ни в одну из них, но знаю, что многим нравится. Во многих, если не во всех, есть возможность совместного прохождения. Довольно своеобразное оформление. Мир в виде LEGO. Хотя в этом и кроется особенность игры. Чисто для галочки показываю вам геймплейные моменты. Однако, учитывая, какое количество игр вышло, вы наверняка видели и слышали что-то хотя бы об одной из них. Rocket League. Rocket League – это автомобильный футбол. Задумка оригинальная и оказалась весьма удачной. Все знают правила игры, а пинать мяч, управляя машинкой, это все-таки весело. К тому же игра отличается крайне динамичным геймплеем, который не даст скучать. Rocket League захватывает с самого начала многопользовательского матча и не отпускает вплоть до финального свистка. Как и в других подобных играх, тут присутствует большое количество предметов кастомизации, с помощью которых можно украшать гоночные болиды. Sackboy: A Big Adventure. Если у вас дежавю, то это нормально. Sackboy: A Big Adventure является спин-оффом Little Big Planet. Игра доступна на PS4 и PS5. Это все так же платформер, однако на этот раз действие происходит в 3D пространстве. Сюжет стандартный. Главный герой Sackboy противостоит злодею и должен спасти мир. Однако он не одинок. Герою поможет напарник, вместе с которым они пройдут по разнообразным мирам и сразятся с милыми, но опасными монстрами. К преимуществу можно отнести хорошую графику, оригинальный и красочный визуальный стиль и легкую и веселую атмосферу. Игра несложная, но для 100% прохождения придется сильно постараться. Несмотря на все вышесказанное, для игры вдвоем, особенно с девушкой, лучше всего подходит Nintendo Switch, проверено на личном опыте. Разумеется, я сейчас говорю о мини-играх, которые завязаны на особенностях управления джойконами. Но это так, лирическое отступление. Меня несколько раз просили снять подобный ролик. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу такого формата. Что понравилось, а что нет, что нужно изменить или исправить, и хотите ли вы вообще видеть еще подобные ролики на канале. Огромное спасибо Ярик89 за такой щедрый донат. Даже не знаю, какие слова подобрать. Очень благодарен от души. Желаю вам удачи и успехов во всех начинаниях. Также большое спасибо топ-донатеру Ярик.Сел. Это что-то невероятное. Вы лучшие. Отдельное спасибо Павлу Тимофееву за прямой донат, а также всем, кто поддерживает меня на Патреоне. На PS5 уже собрана ровно половина суммы. 25 тысяч рублей. А еще в Инстаграме круглая сумма. 1000 подписчиков. Не ожидал такой активности. Спасибо вам. Вот мой Инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.